А кой же кайф проснуться в норвежской деревне, полистать местный журнальчик, позавтракать квейфьордом и насладиться видами. Уверена, здесь свое удовольствие получит каждый, пусть даже этот норвежский городок находится под Рязанью. Ты на канале «Выходные без границ», где узнаешь, как путешествовать по миру, не выезжая за рубеж, и выбрать крутое приключение для своего уикенда. Маленький кусочек Норвегии, она же рыбацкая деревня с маяком, это гостиничный комплекс «Шумаш». В деревушке 24 дома, ресторан, баня и главный экспонат – здоровенный маяк. И все это находится просто в идеальном месте, на просторных зеленых лугах, рядом с озером Старая Тишь. И здесь обожают проводить до безумия романтичные свадьбы и девичники. Хотя можно и не искать особого повода, чтобы и кайфануть на сене, арендовать сабборд или лодку и прокачать свои навыки гребли. Сюда стоит смело отправляться минимум на 2 дня, хотя спорим, вам захочется их продлить. Собраться в Шумаш дружной большой компанией, ну что может быть лучше, а маяк с берега всегда напомнит настоящий норвежский пейзаж. Так скажем, традиционные домики в Норвегии обычно красного цвета. Почему так вышло? В XVIII веке Норвегия была на грани банкротства, и люди просто буквально считали каждую копеечку. Для строительства домов они использовали самую дешевую древесину, а для того, чтобы со стороны дом смотрелся богаче и походил на кирпичный дом, они красили его в красный цвет. Прошло много лет, теперь Норвегия одна из самых богатых стран мира, но тем не менее традиции сохранились, и до сих пор дома красятся в красный цвет. Но сегодня мы находимся в рязанской норвежской деревне, и давайте посмотрим, как такой домик выглядит изнутри. Пошли. Домики здесь разные, с размещением от 3 до 6 человек, одноэтажные или двухэтажные, внутри супер уютно, как будто вы в гостях у норвежской бабушки, ну если бы она у вас была. И хоть в Шумаш есть вкусный ресторан, внутри каждого домика своя кухня, так что можете ловить ужин из озера и готовить сами, а потом хорошенько отдохнуть. Кстати, фотки у домиков получаются прям как в реальной Норвегии. Сравните сами, видите разницу? А еще, приехав сюда весной, можно обнаружить остров, добраться на который получится только на лодке. Ну и зимняя Шумаш – это уж совсем настоящая Норвегия. И что особенно круто, в каждом домике в Шумаш есть вот такая веранда. И каждая веранда с видом на реку. И это возможно, потому что река огибает полностью гостиничный комплекс по кругу. Что же можно сделать на этой реке? Можно, например, взять удочку и порыбачить, если вы умеете и любите это делать. Ну, а если нет, например, можно взять в аренду лодочку, покататься на ней, на катамаране и наслаждаться пейзажем. С берега на вас будет смотреть шикарный, настоящий норвежский маяк. В Норвегии, кстати, 212 маяков, и каждый с одной стороны предупреждает об опасности, а с другой дает морякам надежду вернуться домой и служит необычным жилищем для смотрителей. И кажется, я им завидую. Но романтика здесь не только в маяке, но и на лугах, окружающих деревушку. Они будто созданы для влюбленных и их друзей. Поэтому, если думаете сделать кому-то предложение, или уже приняли его, но не знаете, где отметить, Шумаш может решить эти приятные проблемы. А заодно познакомитесь с местным пушистым любимцем. Это местный пес Болта. Видите, какой у него норвежский ошейник, необычный. И Болта, видно, недавно купался. Такая влажная шерстка у него. Мы сейчас, кстати, тоже пойдем к реке и попробуем сабборд. С какой бы стороны вы ни решили обойти рыбацкую деревню, здесь всюду люди, которые пришли сюда специально за фотографией. Вам тут нравятся девчонки? Да. Как будто в Норвегии побывала. Очень круто. Но если вы решите пофоткаться верхом на сабборде, то тут осторожнее, под ногами будет шатко, особенно в первый раз. Но течение здесь всегда неторопливое, поэтому освоитесь быстро, даже я смогла удержаться. Ну а если что, от доски вы далеко не уплывете, так как нога к ней будет буквально пристегнута. Итак, сабборд мы протестили, следующее по плану – лодка. Вообще, конечно, гребля – это не женское занятие, это точно, потому что нужно иметь какие-то хорошие мышцы на руках, чтобы вот сейчас, например, не врезаться в берег. Господи, господи, что же делать? Отталкивайся веслом. Что делать? Отталкивайся веслом. Как? Теперь я оператор.
один из ведущих, и спасает нашу лодку от гибели. И сюжет, в общем, тоже. Сегодня был замечательный день. Тут было очень Да. классное место, и я бы с удовольствием сюда приехал тусоваться, в какую-нибудь компанию сюда выбраться. Да, вот как, На например, пикничок. ребята, просто. да. Сколько бы здесь ты ни находился, все хочется еще задержаться очень на часочек. Знаете, почему я так долго готовилась к запуску проекта «Выходные без границ»? Потому что я действительно очень долго выбирала те самые места, о которых хочется рассказать. И я так счастлива, что сейчас мы уже начали снимать, и в каждое место, когда мы приезжаем, действительно как будто попадаем в какое-то совершенно другое измерение. Потратить там 2 часа времени и оказаться где-то, как будто ты улетел куда-то очень далеко, а на самом деле это находится буквально там в соседней области. И здорово, чтобы об этом все знали. Так, это длинный день, это невероятная, наполненная просто доверху впечатлениями разведка в норвежскую деревню. Сказали, что здесь можно порыбачить. Да, вот правда, здесь везде вокруг река. Но, честно говоря, порыбачить у нас просто не получилось, потому что не хватило времени. Но мы немножко покатались на лодке, чуть не потопились в лодке, вернулись, слава богу, на берег и попросили, чтобы нам сделали уху. Ну, потому что свою рыбу поймать не удалось. Но, тем не менее, очень символично поесть уху в норвежской деревне. Вот нам ее приготовили. Да, я прям чувствую укроп, рыбу. Вообще, я пробовала много ухи в своей жизни, потому что я выросла с папой, и он считал, что рыбалка для девочки – это лучшее хобби. Могу сказать, что здесь это правда вкусная уха. Реально. Итак, давайте подведем итог этого дня. Что насчет развлечений? Развлечений здесь достаточно много, чтобы заполнить ими выходные. То есть вы можете обратиться в рентал у реки, там взять какой-нибудь каяк или лодку. Можете лазить по маяку снизу вверх и покорять его винтовые лестницы. Вокруг Шумаш вы видели, что просто огромные поля с какими-то невероятными, чудесными стогами сена, то есть здесь очень классно на самом деле тоже вот по ним гулять и лазить по этим стогам, и все это так вокруг чистенько и приятно, что вполне себе тоже развлечение. Что насчет рыбалки? Порыбачить вы здесь можете, но в целом это не развлечение, которое предоставляет гостиница, то есть если вы привезете с собой удочку, в принципе, вам никто не запретит рыбачить. Но это вам нужно будет продумать самостоятельно. Мы сделали резюме «Цен и дороги. Точка отсчета Москва». На машине до Шумаш вы сможете добраться за 3,5 часа. Другой вариант – взять поезд и потратить на дорогу 2,5 часа до Рязани, а затем еще 20 минут на такси от вокзала до рыбацкой деревни. И сколько же обойдется вам такой тур? Цена за поезд будет где-то 1200 рублей с человека, а такси обойдется в 600 рублей. Это все за обе стороны пути. В низкий сезон домик в Шумаше можно снять от 10 тысяч рублей, а в высокий его же от 13 тысяч рублей. Одно блюдо в среднем здесь стоит 500 рублей, ну и нужно учесть, что эта сумма умножается на завтрак, обед и ужин. Привезти сувенирчик, например, статуэтку в виде маяка, вы сможете, заплатив от 500 рублей. Ну и активити на территории. Подняться на маяк – 150 рублей, покататься на лодочке – 300, то есть в целом от 500 рублей на развлечения вы потратите. Приятно, что съемка на территории бесплатна, даже если вы не арендовали домик. Все вместе выйдет 14 300 с одной ночью и одним днем пребывания. Самое главное, сюда нужно ехать просто за атмосферой, потому что здесь вот, огромное наслаждение просто провести выходные с друзьями, за пикником, на вот этой вот веранде, попробовать вкусную еду и пожить в этих прекрасных красных домиках, и закрыть глаза и подумать, что на самом деле я действительно практически в Норвегии. На этой ноте мы завершаем наш выпуск, но вы обязательно оставайтесь с нами и подписывайтесь на наш канал. Впереди еще огромное количество мест, которые мы так тщательно для вас подбирали, и каждый из них, поверьте, будет абсолютно уникальным, и многие из них вас действительно удивят.